40 лет назад паспорт был только у 3% американцев. Сейчас он есть почти у половины, но если убрать тех, кто ездит в Канаду и в Мексику, то территорию континента покидал лишь каждый 10-й. При этом американских туристов сейчас так много, как не было вообще никогда. Но где они? Да вот здесь, в национальных парках. Здесь культ могут сделать из чего угодно, и постепенно американцы превратили внутренний туризм в новую религию. Со всеми ее атрибутами. Местами паломничества, ритуальными одеждами, главной книгой, фундаменталистами и фанатиками и огромным количеством тех, кто верует лишь номинально. Сегодня я тоже пройду обряд причастия. Мы в национальном парке Олимпик. Собираемся много гулять. Будем спать в машине, для этого у нас есть покрывало, одеяло, матрас, дрова, разведем костер, будем есть маршмеллоу, пытаться понять, почему американцы поклоняются своим паркам. По прогнозу сегодня будет холодно и дождливо. Надеюсь, мы от этого не умрем. Перед тем, как мы начнем поход, я должен сказать, я вообще не ожидал, насколько красивой окажется природа. Для этого видео я специально не использовал никакую цветокоррекцию. То, как все выглядит на экране, такое оно и есть. Всего в Америке 63 национальных парка, но больше всего их на западном побережье. В одной только Калифорнии целых 9. А мы на северо-западе, штат Вашингтон, прямо под Канадой. Здесь просто идеальная погода летом. Не жарко и не холодно. Погода очень сильно меняется. Мы только что приехали, все было засвечено солнцем. Вся вот эта гряда просматривалась полностью. Прошло 5 минут, уже начался дождь, появился туман, и эти облака достигли нас. Америка — родина почти всех новых религий последних столетий. Люди приезжали сюда верить во что-то свое, подальше от всех остальных. Но вот если вера у них у каждого своя, то природа одна на всех. И сейчас не нужно объяснять, что такое нацпарк, зачем он нужен. Они есть почти в каждой стране. Но вот сама эта идея, что природа — это не только дрова для дома и поля картошки, но и место, где ты просто отдыхаешь душой, совсем новое. Всего 150 лет назад такого понятия, как нацпарки, вообще не было. Популярность поездок на природу даже не столько в красоте и разнообразии самой природы, сколько в удобстве и маркетинге вот такой идеи. Мы не только нация завоевателей и победителей, но еще и находим вдохновение в том, что видим вокруг себя. Например, вот за моей спиной стоит стая орлов, они охотятся на лосось, и когда пролетают вокруг тебя, у них в клюве эта рыба, он расправляет крылья и буквально кричит «Freedom!». Стоит американский флаг, едет внизу пикап, и даже у тебя возникают патриотические чувства, что уж говорить про американцев. И даже у тех, кто не живет в Америке, есть свое представление типично американского пейзажа. И самое прикольное, что это абсолютно разные пейзажи. Может быть, как здесь или на Аляске, где горная река, вершины снежные, леса, орлы, может быть, Гранд Каньон бескрайний, может быть, Секвойя парк, где огромные толстые деревья, но все это объединяет одна идея — это Америка. Олимпик — 13-й национальный парк в США, его открыли почти 100 лет назад, и за год до открытия сюда приезжал лично Рузвельт. Он посмотрел на коне на все эти просторы и сказал: все, да, 100%, даем ему официальное название национального парка. Он очень разнообразный, это одно из самых влажных мест в Америке, осадков выпадает 5000 миллиметров в год, это почти как в тропиках. Название Олимпик парк получил благодаря главной горе, которая называется Олимп, точно так же, как в Греции. Человек, который увидел главную гору, высота у нее 2400 метров, сказал, что очень похоже, на самом деле, на то, что я видел в Греции. Возможно, даже здесь живут боги. Это один из немногих парков США, где есть Тихоокеанское побережье, альпийские вершины и тропические леса. Все 3 зоны абсолютно разные, но в пределах одной поездки. Мы пришли на свою первую тропу в Олимпике, и первые впечатления такие. Во-первых, деревья, я не знаю, передает это на камеру или нет, но кажется, что они нормального размера. Ну а как только к ним подходит человек, ты понимаешь, насколько они высокие и широкие. Второе — это то, насколько тут зелено, насколько тут влажно. По-моему, виден туман, и вот в этой всей влаге бесконечной происходит то, что все буквально зеленое, зелень какого-то ярко насыщенного цвета, и такое ощущение, что все живые организмы растут буквально друг на друге многими этажами. Это самый влажный лес, он называется Хо. И интересно, он так и называется, тропический лес, потому что уровень осадков буквально тропический. Это так необычно выглядит. Такие оттенки зеленого,
которые вообще никогда не видел. Наверное, такие реально только в тропиках бывают. Просто потрясающе, но при этом прохладно. Прям сейчас шли по трейлу и видели пару, которая прям сейчас тут венчается. Это хорошее место, чтобы клятву дать. Нам что делать? Нам идти трейл или не идти трейл? Print your name here, and then I'll have you print your name. Definitely okay. In the presence of your name. So witness signature, number 1, and next to the X. Okay, perfect, cool. Thank you so much. Так, мы только что прошли мимо ребят, которые расписались, и мы были их свидетелями, причем официальными, которые будут на их сертификате о регистрации брака. Показываю, насколько большие деревья. Вот я вроде бы нормального роста, но я подхожу к дереву, которое вроде как выглядит обычным. И что это такое? Пекинито, маленький мальчик с таким большим деревом. Некоторые деревья доходят до 100 метров в высоту вообще-то. Какой самый знаменитый парк в мире? Подсказка. Там есть гейзеры, бизоны, медведи, горы и леса. Пожалуйста. Бизон. Йеллоустоун. Но еще это и самый первый национальный парк. И, в принципе, вся система национальных парков — изобретение именно США. И началась она в 1872 году именно с Йеллоустоуна. В Европе охраняемые территории чаще всего были угодьями знати. В Америке в противовес этой идее сказали: давайте природа будет для народа. И вообще это очень американская идея, что сама страна — это и есть храм. За 2 года до создания Йеллоустоуна туда едет группа из художников, ученых и фотографов, делает фотографии, собирает акварели, приезжает, показывает все это Конгрессу. Тот говорит, что мы никак не можем дать приватизировать эти земли и обязаны сохранить их во благо народа, чтобы все могли наслаждаться чудесами природы. Так и появляется Йеллоустоун. Главным проповедником идеи сохранения природы был Теодор Рузвельт. За время своего президентства он отдал целых 10% всей территории из тогдашних Соединенных Штатов под национальные заповедники, парки и всякие монументы. Более того, когда он был президентом, он уезжал в горы в Йосемити, прямо ночевал в палатке и принимал решения, прям сидя за костром. И, наверное, нет места лучше, чтобы вспомнить цитату Рузвельта: «Природа и ее обитатели не умеют говорить, но мы должны и обязаны делать это за них. Оставьте их в покое. Вечность работала над этой красотой, но только человек способен ее уничтожить». Кажется, что этот трейл был всегда, его просто вытоптали люди. Но у каждой тропинки есть свой высший замысел. Над ним работала целая команда экологов, архитекторов и так называемых дизайнеров трейлов. Их цель — сделать так, чтобы человек никогда не заподозрил, что это искусственное, и оказался в таком природном Диснейленде. И если все сделано правильно, ты никогда не поймешь, что здесь поработал кто-то, кроме природы. Но как они этого добиваются? Во-первых, форма. Хороший трейл никогда не будет идти по прямой. Он будет огибать настоящую форму природы. Например, обходить вокруг деревьев, идти вдоль ручья, пересекать какую-нибудь речку. Во-вторых, покрытие. Если вы обратите внимание, хороший трейл никогда не сделан из асфальта, потому что если делать асфальт и приближать это к цивилизованным условиям, люди начинают заподозривать что-то. А они хотят чувствовать связь с природой, поэтому делают покрытие, которое очень похоже на натуральное, которое могло бы появиться само собой. Ну и в-третьих, это сам маршрут, он обязан покрывать самые интересные точки. Потому что если человек увидит, что можно как-то пройти получше, или увидит интересную вещь, которой не было на трейле, он обязательно срежет, и таким образом трейл будет очень сложно поддерживать, появится грязь, куча проблем. Поэтому то, что нам кажется само собой разумеющимся, требует какого-то колоссального количества усилий. Но еще надо не забыть про запретные места, чтобы людей не вести к частной собственности, объектам инфраструктуры, к тому, что в принципе охраняется. И получается, что если ты совмещаешь точки интереса и ведешь людей по этим местам, но при этом обходишь запретное, выходит такой очень органичный лабиринт. Ну, казалось бы, небольшая проблема, что люди находят себе путь, но на самом деле они настолько сильно повреждают экосистему, что она может восстанавливаться десятилетиями после этого. Но другой враг трейлов, который разрушает тропы еще сильнее,
это вода. Поэтому при дизайне троп всегда учитывают направление воды, и хороший трейл ставят под 45 градусов. Потому что если сделать воду параллельно трейлу, то будет очень грязно. Если сделать под 90 градусов, то вода очень быстро смывает трейл. И еще немаловажно, что он не должен быть ровный, он должен состоять из спусков и подъемов, чтобы когда лил дождь, вода никогда не застаивалась. Но конкретно в этом трейле так не получилось из-за корней, и вода все-таки собирается между ними. Тут по лесу разбросаны вот такие стволы, которые заграждали путь. Сотрудники парка попилили их по частям. И вот просто они бесконечно. Падают деревья, я думаю, что они сгнивают, корни буквально каждые 10 метров здесь. Все, время обеда. Сегодня будет вот такое жаркое с морковкой, горохом и картошкой. Сейчас пойдем есть. У меня жаркое выглядит вот так. Я подозреваю, что я положил туда слишком много воды. Что есть? Вот такой дошик. От рамена, конечно же, название. И они почему-то пожадили положить достаточное количество лапши. Ну, посмотрим. Вау, это намного лучше той еды, которую я до этого пробовал. Это был тоже сублимат, но я, походу, в тот раз не доготовил. Это прям вот обычная горячая еда. Я даже разницы во вкусе не чувствую. И куски мяса настоящие, я не знаю, как они это сделали. Понятно, но возле речки, конечно, очень красиво, но неудобно. Поэтому есть будем с видом на речку. Но из машины. Ну, все понятно, победитель очевиден, это наше жаркое. Мы купили просто в обычном супермаркете, и они продаются на каждом углу. Я думаю, средняя цена за такой пакетик $10. Конечно, кусь-кусь по цене вроде бы, но с другой стороны, это реально похоже на домашнюю еду. Вот что делать, если теряешь мотивацию? Если при ответе на вопрос «ну ради чего это все?», тебе ничего не приходит на ум, кроме как финансовые показатели твоей любимой компании. Можно посмотреть на фотографии твоей семьи и вспомнить ради чего. Можно вспомнить цитату из Библии вдохновляющую. А можно открыть паспорт национальных парков и вспомнить, что в этом году появилась система брони в Йосемите, например. И вообще-то времени хандрить нет, и надо планировать свой визит заранее. В любом парке есть вот такой центр приема туристов, и везде продают паспорта национальных парков, где ты можешь отслеживать, где был. И 60% американцев могут похвастаться хотя бы одной печатью, а посещение всех 63 часто есть у людей в их бакет-листе. Это такой список, куда они вписывают, что хотели бы успеть сделать до конца жизни. И, конечно, на первом месте у всех с большим отрывом идут путешествия. Ну а я поставлю свою первую печать в свой паспорт. У каждого парка есть свое буквенное обозначение. Например, у Олимпика это Олим. И люди коллекционируют такие стикеры у себя на машинах и таким образом дают понять другим, что они в игре. Размер аутдор-индустрии сложно себе вообразить. 40 миллионов человек в год ездят в домах на колесах в путешествие, а 1 миллион вообще живет в них на постоянке. Трейлеры, лодки, каяки, квадроциклы, вездеходы, снаряжение для скалолазания. Этого добра настолько немерено, что если сложить все, связанное с активным отдыхом, получится больше $1 триллиона. Это больше 2% ВВП. Хайкинг — это самый бюджетный спорт. Вышел на улицу в футболках и кроссовках и иди, сколько сил хватит, 0 подготовки. Но одежда для походов перестала быть просто одеждой. Сейчас это знак веры, принадлежности к сообществу, но чаще просто статус. Бренды, технологии, материалы сейчас уже как лох на улицу не выйдешь. А это не просто одежда, это моя экипировка, чтобы мне в ней было тепло, сухо, прохладно, чтобы от солнца защищала
и при этом позволяла выжить в экстремальных условиях. Но при этом ходить я в ней буду по оборудованным тропинкам, в кофейню возле дома и в офис, ведь я очень аутдорзи человечек. Ботинки водонепроницаемые, мембрана Gore-Tex. Одна из форм тефлона, как на сковородках. На 70% она состоит из воздуха, и структура такая мелкая, что не позволяет пройти воде насквозь, а вот воздух гуляет туда-сюда. Материал изобрели в 70-х, а в 2006-м изобретателя поместили на алтарь в Национальный зал изобретателей США. Правда, сейчас идет суд над компанией, которая с 90-х знала, что она загрязняет окружающую среду вечными химикатами, но скрывала это, чтобы не подпортить продажи. И заходя слишком в дебри, многие из вещей, которые на хайках даже не нужны, например, водонепроницаемые куртки, содержат в себе эти вечные химикаты, которые копятся в воде, почве и организме и не разлагаются. Не самая лучшая вещь, чтобы копить ее в себе, правда? Лесной паркур! Обычная куртка, но с модным брендом. Зато делается из переработанного пластика. Патагония была основана скалолазом, который хотел делать одежду для своих. И сам того не желая, превратил ее в компанию с многомиллионным оборотом. И теперь это Патагуччи. Не каждый сможет себе позволить. В ней удобно и в лесу, и на горе, и в офисе. Патагония стала униформой инвесторов в стартап или Tech Bra. Главное, чтобы все знали, я аутдор. Снаружи и внутри, даже если мой единственный поход от офиса до дома. Ладно, сколько стоит вот это вот уйти в лес и найти себя? Рубрика «Сколько стоит твой шмот?» Начинаем. Курточка Патагония. Это подарок. 250 баксов. Не считаем. Дальше у меня есть рубашка, которая была во Вьетнаме. Ну, досталась мне из секонд-хенда Лейкленда. Она стоила $7. Это Рейнджер. После этого за Рейнджером мы находим футболка Florida Grown, потому что я нейтив флоричанин. 35 баксов. После этого штанишки, которые легкие, дышат, они тянутся. Они были куплены в секонд-хенде Юты. После этого, конечно, бесценный экземпляр – это носки свитанок. Достались мне в качестве подарка от моей мамочки и бабушки. Я это просто не считаю. После этого у меня подошва Vibram. Это Мирел, это Моаб. Я в Моабе был, они стоят $100, но достались мне в подарок. После этого у меня есть кольцо, 2000 рублей. Чистое серебро. Кольцо, чистое серебро. Просто куплено в подарок. И Apple Watch Series 5 или Series 4. Очень старые. И на все это я смотрю чем? Очками с Амазона спортивными. 12 баксов. В итоге, мне кажется, конечно, нужно пользоваться новыми материалами и технологиями. Просто подходить к выбору одежды более разумно. Не покупать ничего лишнего, может быть, брать что-то из поддержанного и всегда проверять, из чего сделана вещь. Да, реклама делает свое дело, продав дедули с бабулей и дом на колесах, а офисному стиляге токсичный дождевик. Но все эти цифры-то детский лепет, и настало время поговорить про настоящий рекламный real shit. Благодаря всему, о чем я тут распинаюсь, количество посетителей национальных парков достигло 331 миллиона человек в год. Если добавить сюда всех, кто приезжает еще и в парки штата, получится цифра в 1,5 миллиарда посещений в год. Цифры бьют все рекорды. Но с этим есть несколько проблем. Если что-то становится массовым, оно перестает быть осмысленным. Большинство людей ездит в одни и те же парки из топ-10. Пропускная способность у них давно уже превышена, и летом стоят часовые пробки из машин в самый популярный парк, про который вы вряд ли слышали — Great Smoky Mountains. В некоторые парки Юты, Калифорнии и Вашингтона в сезон вообще без брони не попасть. Раньше люди ехали на природу, чтобы побыть наедине. Сейчас, наоборот, чтобы быть на виду. Большинство готово стоять в длиннющей очереди на закате перед деликатной аркой в Юте, если в итоге получится запостить фоточку в Инстаграм. Чтобы остальным дать понять: чуваки, я свой, я уловил тренд. Вот я уже не в Бэхе фоткаюсь с часами, а стою в 2-часовой пробке на въезд в полностью асфальтированный Йосемити на своем проходимом Форд Бронко или мини-кантримене. Но еще большая беда — это геометки Инстаграма. Чтобы увидеть скрытый от глаз водопад, гору, озеро, до соцсетей нужна была подготовка и хотя бы небольшое исследование местности. Сейчас одного даже не залетевшего рилза с геометкой достаточно, чтобы сотни людей без какой-либо подготовки, в шлепках, с собаками, баклажками пива наперевес карабкались по скале, держась за веревку. Конечно, такие трейлы не рассчитаны на большое количество безрассудных людей, поэтому по всему трейлу можно увидеть граффити на камнях, кучи мусора или рилзы в том же Инстаграме со спасательным вертолетом, который забирает дундука, который застрял со своими шлепками между камней. В Redwood National парке стоит самое высокое дерево в мире, и за его геопозицией была настоящая охота, которая привела к тому, что сейчас туда доступа вообще нет. В 60-х National Geographic выяснила, что в Калифорнии стоит
стоит самое высокое дерево в мире в высоту 115 метров, возрастом около 700 лет. С появлением интернета в нулевых на форумах стали появляться обсуждения, где оно и как его найти. Постепенно энтузиасты начали охоту за его локацией, и каждый год, вплоть до 2015-го, появлялось 1-2 человека, которые находили его. Но в том же 2015 году один человек выложил точные координаты и инструкцию, как до него добраться. Очень быстро туда пошел наплыв туристов, которые стали вытаптывать и окрестности, и вредить самому дереву. И тогда служба нацпарков приняла единственное возможное решение — закрыть проход к дереву, а любой, кто попробует все-таки к нему подойти, рискует получить от $5000 штрафа или полгода тюрьмы. Дерево жизни — отличный пример того, какие угрозы несут в себе геотеги Инстаграма. Если видите, дерево висит как будто бы в воздухе, у него мертвые корни. И почему так происходило? Потому что под ним тек ручей, он до сих пор течет, и постепенно вымыл всю почву под самим деревом. Но за долгие годы и десятилетия оно сумело пустить корни вправо и влево, и поэтому сейчас умудряется держаться. И это стало таким символом стойкости и умению природы приспосабливаться вообще к любым ситуациям. Поэтому даже иголочки сверху зеленые. Но 3 года назад здесь был сильный прилив, потом отлив, и в итоге совсем отмыло почву под ногами у дерева. Но что произошло еще? Дерево начало вируситься в Инстаграме и в ТикТоке, и из-за этого начали появляться люди, которые на него залазят, его трогают, в общем, относятся к нему не очень уважительно. Да, даже сейчас никто в целом с ним не церемонится. И, честно говоря, оно стало сильно хуже выглядеть, и я не думаю, что ему, к сожалению, осталось долго жить. Служба парков борется с наплывом, устанавливает лимиты, вводит систему броней, лотерею на вход, отстраивает больше парковочных мест и туалетов, и даже вводит кодекс, который называется «Не оставляй следа». Кроме очевидных просьб не мусорить и не устраивать костры в запретных местах, там недавно появился пункт с просьбой не геотегать свои посты в Инстаграме. Мы, наконец, заселились в наш отель, и номер с кроватью шикарный, размера Queen, выглядит у нас вот так. У нас здесь нет включенного обеда, завтрака или ужина, но мы над этим сейчас хорошенечко поработаем, потому что есть место для приготовления огня, и есть у каждого. Это просто замечательно. Здесь куча народу. Чтобы религия распространялась, порог входа должен быть низким, а поддерживать праведный образ жизни должно быть относительно легко. Никаких страданий. В каждый парк идет идеальная дорога. Ты приезжаешь, ставишь машину на ровную парковку, берешь карту и идешь на смотровую площадку, зная, что по пути у тебя будут указатели и нормальный туалет. Въезд во все нацпарки на год на одну машину со всеми пассажирами стоит всего $80, а забронировать места можно онлайн. И вот как созданы все условия на примере нашего кемпинга. За $30 мы получаем вот такое место без электричества и без воды. Оно у большинства такое, туда может поместиться машина или автодом, или трейлер, или люди просто ставят палатку. Это большой кемпграунд, и я не знаю, сколько здесь номеров, но как минимум 40, а может быть и больше. У каждого места есть вот такой стол бетонный, место для костра. Разводить костер можно и на побережье, но там очень ветрено, я думаю, что это будет сделать проблематично. Всего здесь 3 ряда мест для кемпинга, возле каждого вот такой туалет. Есть места для проведения вечерней программы. Честно говоря, не знаю, кто это делает. Тот, кто заведует всем лагерем, или люди могут сами собираться и устраивать какие-то мероприятия. Но я точно знаю, что есть кемпы для больших групп. 15 человек, например, может приехать, снять. И вот для того, чтобы они могли чем-то себя развлечь вечером, есть вот такая сцена со скамейками. Вот в этой будке надо регистрировать, если ты бронировал место, регистрироваться. И если ты это сделал онлайн, что достаточно было удобно, то твое имя и фамилия будут отображены на списке, который обновляется каждый день. Вот на этом месте живет тот, кто заведует самим лагерем. У большинства уже дым, все разжигают костры, пьют пиво, ходят по пляжу. Атмосфера на самом деле классная. Люди некоторые с собаками, много есть кто с детьми. Люди, которые забронировали себе места сильно заранее, смогли получить за те же $30 место с видом на океан. И вот человек запарковался, у него палатка наверху. Завтра он проснется с видом на Тихий океан. Стоит это столько же, но загвоздка в том, что надо бронировать сильно раньше, чем все остальные. Места разбираются за год.
Здесь даже есть специальная площадка для чистки рыбы, чтобы если ты хочешь пожарить рыбку, не нужно было разводить грязь около машины. Но вообще с едой тут надо быть аккуратным. На территории всего парка стоят специальные мусорки, а чтобы сохранить продукты, которые ты берешь на кемпинг, можно попросить канистру для еды в центре для посетителей. Так можно гарантировать, что еда, которую я принес в поход, останется со мной, и ее не съест медведь. Потому что медведей здесь полно, и они любят человеческую еду. Чтобы не стать едой медведя самому, нужно носить с собой медвежий спрей. Его продают везде, но он почти никогда не используется, слава богу. Хотя эффективность у него 92%. Фактически это очень сильный перцовый баллончик. Это работает лучше любого оружия, и сейчас я расскажу, как им пользоваться. Ситуация. Вы медведь и с детьми идете купаться на какое-нибудь озеро. И тут бац, видите человека. Что делать? Если человек начинает резко убегать или лезет на дерево, вариант один. Придется все-таки его поесть. Пытаться незаметно скрыться от медведя очень плохая идея. Есть большой шанс остаться неправильно понятым. Что делать вам, если вы все-таки человек, а не медведь? Первое, оценить обстановку. Можно воспользоваться правилом пальца. Достать свой большой палец и навести его на медведя. Если медведь полностью помещается за пределами пальца, можно не беспокоиться, просто пройти мимо. Если все-таки какие-то части медведя или его ореол выступают за пределами пальца, придется действовать. Первое, надо дать понять, что мы вообще здесь, поэтому очень громко кричим в сторону медведя: «Эй, медведь!» Второе, даем ему понять, что мы больше, чем есть на самом деле. Достаем руки и начинаем вот так махать. Если медведь совсем близко, достаем спрей и снимаем защитный колпачок. Спрей всегда должен быть в доступности, а не лежать где-то в рюкзаке. Как только мы сняли защитный колпачок, наводим на медведя, но целимся чуть-чуть вниз, нажимаем курок и держим 5-7 секунд, чтобы создать облако, и потом доводим до головы медведя. Как я уже сказал, эффективность 92%. И если все сделано правильно, медведь развернется и убежит. Если же вы в счастливчик и попали в 8%, то вариантов всего 2. Либо драться, либо притвориться мертвым и надеяться, что все будет хорошо. И не надо жалеть мишку. Лучше лишний раз обрызгать его таким спреем, потому что за всю историю наблюдений ни один медведь от этого не умер и даже не пострадал. А вот отвадить его от человека таким образом вполне можно. В общем, спрей с собой носим как священный амулет и надеемся, что природный Святой Дух сегодня на нашей стороне. Давайте, наконец, разведем костер и сделаем пикничок. Решение не взять никакой соус в долгую поездку можно назвать ошибкой. Это были самые невкусные хот-доги, которые можно вообразить. С маршмеллоу другое дело. Но, правда, нужно быть повнимательнее и не сжечь его к чертям в следующий раз. Ой, я смотрелся. Это какой-то метеорит упал с небес. Вся эта красота национальных парков привлекает не только людей и медведей, но и кое-что необъяснимое. Каждый год сотни людей пропадают при очень странных обстоятельствах. Некоторых находят, но некоторые исчезают навсегда. И даже собаки не могут взять их след. Один бывший полицейский решил докопаться до правды в книге под названием «Missing 411». Он все еще жив, но кто знает, если он все-таки доберется до правды. Кто-то винит НЛО, кто-то говорит, что людей похищают для проведения опытов, а рейнджеры, которые работают в национальных парках, на самом деле знают правду, но просто молчат про нее. Люди испаряются в присутствии друзей и семьи, и тех, кого получается найти. Все находятся в каком-то бреду, не помнят ничего, у них нет одежды и обуви. При этом места, в которых их находят, на самом деле стоят рядом, как маленькие бергмудские треугольники. Здесь, в парке Олимпик, внезапно пропал Джейкоб Грей. Его велосипед нашли на обочине, все вещи и обувь сложены аккуратно в стопочку. Он нашелся через 16 месяцев, причем в такой глуши, куда бы он точно не дошел сам. В этом лесу многие слышат голоса, которые зовут их в самую чащу. Когда прислушиваешься, голос отдаляется. Когда оборачиваешься, ты уже не понимаешь, где ты и кто ты. И 25 человек так и не нашли. Полицейский уверен, что это дело рук снежного человека. Ну что, доедаем и идем? Кстати, кто идет последний? Последние пропадают чаще всего. Не заходя слишком в дебри, могу сказать, что вещи, которые на хайках, даже не нужны. Надо, значит, делать дальше, не попадать. Не заходя слишком в дебри, многие из вещей, которые на хайках, даже не нужны. Типа Блин. дожди... А?
Не заходя слишком в дебри, могу сказать, что многие из вещей, которые на хайках, даже не нужны. Очень. Не самый лучший элемент, чтобы накапливать его в себе. Еще раз. Не заходя слишком в дебри, не самая лучшая вещь, чтобы иметь ее в себе. Правда? Не заходя слишком в дебри. Настя, неужели ты заново? Все было супер. Содержит в себе эти химические... Не заходя слишком в дебри, не самая лучшая вещь, чтобы копить ее в себе. Правда?